Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим об обряде, который состоит в том, чтобы в один день обойти 7 церквей, 7 храмов. И нам в комментарии задали вопрос, стоит ли проводить такой обряд и действительно ли он помогает. Давайте с вами будем разбираться и проговорим о том, на что вам стоит обратить внимание, если вы действительно решили провести обряд в 7 церквях в один день. Давайте начнем с того, что обряд 7 церквей в один день – это очень старинный обряд, в то же время он очень сильный. В чем он помогает? Он поможет вам избавиться от любого вида негатива, от разных бед, от порчи, даже от какой-то хвори. Но вам нужно понимать, что вот провести этот старинный обряд нужно правильно, соблюдать определенные правила, и тогда у вас обязательно получится. В каком случае мы рекомендуем проводить обязательно обряд 7 церквей в один день? Например, вы нашли какие-то предметы, вещи в своем доме, на пороге. Вы нашли, например, иголки, булавки, вы нашли землю, волосы, клочья шерсти. В общем, и это то, что вы нашли, вы понимаете и знаете, что ни вы, ни члены семьи не могли принести в ваш дом. Но помните о том, что когда вы находите какие-то предметы в своем доме, ни в коем случае мы это не берем руками. Для этого у нас есть резиновые перчатки, для этого у нас есть совок, веник, для этого у нас есть на крайний случай газета. Мы с вами выносим, обязательно бросьте щепоточку соли, обязательно поджигаем, пусть оно сжигает. Это очень важный момент. То есть любой предмет, который вы нашли в своем доме или в квартире, обязательно нужно обдать огнем, потому что таким образом именно огонь, вот эта энергия огня, она имеет очень сильное значение. Ну а теперь давайте вернемся к самому обряду. Как же его правильно проводить? Во-первых, вы должны сами для себя определить день, когда вы планируете идти в церковь или в храм. Лучше, конечно, делать это в воскресенье, потому что в этот день проводятся литургии. Но если вы не можете в воскресенье или у вас нет желания по разным причинам, вы можете провести и в другой день. Но вы должны помнить о том, что вы этот обряд должны провести за один день и начать с восходом солнца и закончить максимум заходом солнца. Обратите на это особое внимание. Желательно, чтобы вы держали пост, хотя бы один день. Конечно, желательно 3 дня держать пост. Если, например, это мы говорим о рождественском, то посмотрите, пожалуйста, в какие дни, что можно, что нельзя, или держите жесткий пост. Также в эти дни старайтесь читать молитвы. Самая простая молитва «Отче наш». Не знаете молитвы, в интернете есть различные молитвы. Вот та, которая вам придется, читать. И, конечно, лучше всего читать «Отче наш», Божьей Матери, Иисусова молитва. Это те молитвы, которые действительно, они достаточно по своей энергетике, они сильны. Также перед тем, как вы будете ставить свечи в каждой из 7 церквей, вы должны сами для себя решить, в какие вы церкви, храмы пойдете. Обратите, пожалуйста, на это внимание. То есть вы должны понимать и знать, что, например, в вашем городе именно есть 7 церквей. Если нет, в таком случае вам нужно выбрать ближайший город, где есть именно церкви. Обратите на это внимание, потому что здесь именно нужно посетить 7 именно православных мест. Обращаем ваше внимание, не монастырей. Это имеет очень важное значение. Как мы это делаем? Итак, держите пост, если это получается. Если нет, то хотя бы один день.
Далее вам нужно будет приготовить тексты молитв, которые вам нужно будет прочитать в церкви, если вы их не знаете наизусть. Поэтому заранее далее мы проговорим о молитвах, потому что их надо будет прочитать 3 молитвы. Третья молитва именно, она очень важна, потому что, например, если касательно здоровья, то это будет одна молитва, одному святому будет читаться. Если у вас интересуют какие-то другие моменты, то это все обязательно читается и записывается. Итак, как мы делаем? Еще один момент, девочки и мальчики. Все посещения 7 церквей вы должны пройти пешком. То есть вы вышли из дома, например, да, с восходом солнца, и вот так же пешком вы должны вернуться в свой дом или в квартиру, если вы, например, приехали в гостинице, потому что, например, в вашем деревушке, селе нету столько церквей. Мы в другом видео проговорим по поводу 3 церквей, но сегодня мы уделим внимание именно 7 церквям, потому что у многих сейчас будут вопросы в комментариях. Мы хотим вас уточнить, что да, мы и про другой тоже обряд проговорим, но не в этом видео. Итак, еще раз, мы идем пешком. Старайтесь как можно меньшим количеством людей общаться. Даже если ваша знакомая, подруга, ваша сестра захочет вас подвести, ну вот случайно увидела, постарайтесь придумать причину, сказать что-то и идти дальше по своим делам. То есть вас никто как таково не должен отвлекать. Итак, подходя к первой церкви или к воротам храма, обязательно наденьте платок. Этот платок вы должны взять с собой из дома. Далее перекреститься и попросить помощи у высших сил на богоугодное дело. Далее вам нужно приобрести в один день 4 свечи. И вот первую свечу вам нужно будет зажечь в первом храме или в церкви перед образом Иисуса Христа. А вот 3 вам нужно забрать домой, чтобы закончить этот обряд. Кроме того, обращаем ваше внимание, в каждой из 7 церквей необходимо подать записку, заказав 40 уз за здравие себя. Обратите на это внимание. И обязательно набрать святой водички. Вы знаете, что в храмах и в церквях больших всегда есть или такая вот, знаете, цистерна, где вы можете подойти, набрать воды, это все бесплатно. Или бывает так, что именно есть церковная лавка, и вы можете купить. Тогда купите именно в церковной лавке. Но если вы будете набирать, и вы знаете, что в этом храме или в церкви есть бесплатно, да, то в таком случае возьмите с собой емкость. Это могут быть маленькие пластмассовые бутылочки. Здесь очень важно вот именно святой воды набрать в 7 церквях. Обращаем на ваше внимание. И когда вы набрали водичку, обязательно оставьте милостыню. Вот это вот, знаете, есть там в храмах, в церквях есть сундучки, коробочки, да, которые подают милостыню. Вот туда бросьте денежку. Сколько вы считаете важным и нужным. Хоть пару копеек, но главное ваша задача подать милостыню. И в следующем храме, то есть смотрите, в первом храме мы обязательно зажигаем свечу перед образом Иисуса Христа, да, то в следующем мы ставим свечу, то есть мы опять покупаем свечу и ставим уже свечу другому святому, обращаясь за помощью и покровительством. После того, как вы обошли все 7 храмов или 7 церквей, обращаем ваше внимание, вам нужно попасть до захода солнца к себе домой. И что нужно сделать в первую очередь? В первую очередь вам нужно умыться, обязательно сменить одежду, и вот эту водичку, которую вы набрали или купили, вам нужно слить в одну емкость. Какую емкость? Смотрите, сколько вы наберете в 7 церквях или в 7 храмах наберете водички. Далее, что мы делаем? Вот этой вот водой вам нужно в вашем доме, в вашей квартире окропить все углы в доме. Обращаем ваше внимание, углы в доме, в том числе в коридоре, в том числе в ванной комнате, в туалете. Если у вас гардеробная есть тоже, то есть там есть также углы, правильно? То есть мы это все окропляем святой водой.
Далее, что мы с вами делаем? Это, знаете, была первая часть, как говорится, марлезонского балета. Мы переходим ко второй части. Далее вам нужно взять семейную икону. Если у вас нет семейной иконы, возьмите ту икону, которая, например, у вас была при освящении вашего дома, или та, которая у вас есть. Вы в тяжелые моменты, например, через икону обращаетесь к Богу, к высшим силам, к Деве Марии. Далее зажигаем свечи, принесенные из храмов. И вот пока они горят, давайте еще раз проговорим. Вы покупаете в первом храме 4 свечи, одну ставите у Иисуса Христа, да, а следующие 3 забираете. В следующий храм приходите, ставите уже святому, покупаете 4 свечи, одну забираете, 3 забираете. И так, включая 7-ю церковь. Далее. И вот пока они горят, эти наши свечи, да, читаем по очереди молитвы, которые вы произносили в этих 7 храмах. Свечи обязательно должны догореть до конца. Огарки после проведения обряда вам нужно выбросить на мусорку. На что еще вам обратить внимание? При посещении последнего 7-го храма вам обязательно нужно поставить свечку за своих врагов, завистников, и вы должны искренне пожелать им счастья, здоровья, благополучия и так далее. То есть ни в коем случае не желайте им зла. Все только в хорошем смысле вот этих слов. Подумайте об этом, это очень важно. И после проведения этого обряда вы прямо после того, как вы закончите, да, свечи выбрасываем, выносим на улицу. После этого мы снимаем полностью всю одежду, которая была, купаемся. Не забывайте помыть волосы, вещи стираем. Это очень важный момент. Теперь поговорим о молитвах, которые вам нужно читать в церкви. Как вы уже поняли ранее, изначально в 7 церквях вам необходимо читать 3 молитвы. Первые 2 молитвы, это первая молитва, это честному кресту и Псалом 90. Обратите внимание, если есть желание выучить, вы их вызубрить, сделайте это. Нет, перепишите. А вот третья вот молитва зависит от вида негатива. Ну, например, на семью, на здоровье, там, на бизнес, работу и так далее. У каждого это свое. И, конечно же, желательно их выучить все на память. Не получается, перепишите так, но так, чтобы вы в церкви не привлекали к себе внимание. То есть маленький блокнотик на листочек и так далее. Теперь поговорим о том, кому же читаем 3-ю молитву. Итак, если у вас порча на здоровье или проклятие какое-то, то читаем молитву Пресвятой Богородицы. Если вам нужно защитить себя, своих близких от негатива, то здесь поможет молебен Гурию Саману Авию. Если у вас проблемы в семейной жизни, ну, например, у мужа появилась любовница, или муж ушел в другую семью, перестал поддерживать деток, то в таком случае мы с вами обращаемся к Иоанну Богослову или Святому Михаилу. Если у вас сглаз или порча, особенно на одиночество, то вы читаете Деве Марию. Деве Марии. Также, если в семье есть проблемы с алкоголем, с какими-то вредными привычками, то здесь обращаются к святому мученику Вофифатию. Это очень важно. И очень важно каждую молитву читать, знаете, вот с пониманием, желательно. То есть не просто пробормотали, нет, это очень важно. Конечно же, бывают еще и другие молитвы, да, это на разные случаи жизни, на молитва обряд от нечистой силы, ангелу-хранителю и так далее, и так далее.
далее. Вы сами для себя должны понять и определить, какая вам третья молитва нужна. Это вам очень важно самим понимать и осознавать. Вот, друзья, это вот основные моменты, которые мы с вами бы хотели проговорить касательно обряда 7 церквей в один день. Мы надеемся, мы дали полную информацию, насколько это возможно, потому что, ну, знаете, у людей бывают достаточно такие интересные вопросы, на которые, ну, вроде бы мы проговорили, но человек что-то не понял. Поэтому пишите в комментариях, будем стараться отвечать. Обращаем ваше внимание, не обижайтесь, пожалуйста. Обратите внимание, у нас уже скоро будет 2 миллиона подписчиков, и очень сложно каждому человеку ответить. Поэтому мы стараемся отвечать, но вы должны понимать и то, что это очень сложно сделать вот сразу. Поэтому не обижайтесь, а вот этот обряд обязательно проводите. Но нужно выполнять определенные условия, о которых мы говорили с вами в этом видео. Друзья, мы всем желаем мыслимых и немыслимых благ. Пусть в вашей жизни будут только изобилие, достаток и благополучие. Будьте здоровы, берегите себя. С вами Костя был, канал Эзотерика для тебя. Друзья, ну а сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, друзья, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ.